Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Полина Павлова. Это очередной новый выпуск программы «Звездный открой Моспром», в котором мы знакомим вас с самой технологичной гранью столичной жизни. Это, конечно, наша промышленность. Мы с вами уже побывали на некоторых из 700 городских предприятий. И сегодня очередь компании «Гришко», которая производит одежду, обувь и аксессуары для танцев и балета. И у нас для вас потрясающий сюрприз. Сегодня с нами по производству пройдет наш звездный гость. Это будет никто иной, как Николай Цискоридзе. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Спасибо. Очень лестно. Спасибо, что подключились к нашему проекту. А главное, что никто, так как артист балета, да еще и настолько именитый, не знает все про одежду как раз для танцев. К сожалению, да. Для нас это основная часть жизни. И даже тогда, когда я был ребенком еще очень скромным в плане одежды, когда у меня не было, там, допустим, ничего, кроме 2 свитеров и джинс, балетной одежды у меня было на многие тысячи долларов, потому что основную часть дня я в те годы проводил именно в репетиционке. Но она какая-то особенная. Вот если конечно, просто, может, какая-нибудь органическая. Просто когда я начинал, понимаете, жизнь была немножко другая. В нашей стране практически ничего не было для работы профессиональной. Все это было иностранное. И приходилось там где-то искать. И не во всех городах, куда вы приезжали, допустим, за границу. Просто мне повезло. Я очень рано стал выезжать благодаря моей профессии. Вы не везде могли найти магазин. Тогда еще не было интернета, тогда не было eBay. Я вам говорю, это 90-й год, да? Сейчас, слава богу, все есть везде. Потому... Я знаю, что, например, пуанты и вообще одежду этой компании даже экспортируют, знают во всем мире. Вы знаете, сначала, конечно, для меня, как для артиста Большого театра, конечно, все, что мы имели, делал театр, да. Просто другое дело, что в новой России уже, когда распался Советский Союз, появились частные компании. В данном случае мы сейчас с вами находимся на заводе «Гришко», да, который называется в честь создателя и владельца, Николая Юрьевича, который в свое время собрал мастеров и открыл сначала небольшой, у него был шоу-рум, а потом выросло это в гигантскую компанию. Я не знаю уже, с какое количество стран. Точно десятки. Да. А пуанты, да, к сожалению, вот мы с вами стоим перед витриной с автографами, где пуанты подписывали много замечательных балерин. И могу вам сказать, что на сегодняшний день это все раритет. Вот, к сожалению, современные балерины не танцуют в такой вот обуви, чтобы были такие элегантные узкие пятачки, чтобы это было похоже на красоту какую-то. Сейчас уже с ума сошел. Мир сошел с ума, на самом деле. В угах танцуют? Нет, просто уже такие, знаете, такой, как будто свинья выходит с такими пятачками. Нам в то время, когда был настоящий балет, нам такое не разрешали. Не позволялось. Да, не то, что не позволялось. Да, во-первых, не позволялось, а во-вторых, люди понимали, что есть эстетика, что есть культура. Потому как бы... Я думаю, что Николай Гришко ждет нас. Пойдемте. Давайте познакомим аудиторию нашу с ним, и, может быть, он расскажет много чего интересного. Николай, здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. Смотрите, кого я вам привела. Полина. Николай Максимович. Здравствуйте, Николай. Знакомить вас не надо, вы давно знакомы. Давно. Вы знаете, сколько лет? С Николаем Максимовичем лично я познакомился, когда ему было 18. То есть это не так давно. В 92-м году, в прошлом веке. А знаете, хорошо было недавно. когда ты говоришь о прошлом веке, сразу понимаешь, когда это было. Так что я вот так присяду, будет... Так, последние новости я хотел бы Николая Максимовича порадовать. Во-первых, маленький первый сюрприз. Мы сохранили подписанные им пуанты, в которых Николая Максимовича очень многие видели на сцене Большого театра. И более того... И не только, и Метрополитен-опера. Да. Я боюсь спросить, потрогать можно? Можно? Да, они легенькие, они легенькие. Красота какая. 250 грамм. А специально Не делали больше. по ноге, По ноге. да? Вот колодочка, Николай Максимович. А у вас-то что? этого нет. Нет, а мы конечно. вам можем подарить. Нет, даже нет. Это ваша индивидуальная колодка. Видите, она наращивалась. Наращивалась, есть специальная машина.
я надеюсь, ее снимет съемочная группа. Это экструдер, который подает жидкий пластик, он формуется, а затем У меня мастер, есть как бриллиант, сюрприз обтачивает. показать. У Так. меня на самом деле их было много, потому что я много спектаклей станцевал, и на каждый спектакль у меня были новые туфли на репетиции, но у меня остался один, потому что у меня все время кто-то забирал в подарок. У многих это в подарок, одни остались у меня, даже в пакетике остались. Ух ты. Причем это тот пакетик, который уже невозможно найти. Таких Да? пакетиков Уже уже нету, нету. А вот, и... Ну, как бы они со спектакля, я их спрятал, потому что у меня все время кто-то после спектакля забирал. Вот видите? Так что это, как это выглядело до того, как Как вы это поносили, выглядело и как это выглядело После одного выступления. Одно Да, выступление? одно выступление. А вас, скажите мне, пожалуйста, вот вы для все-таки мужчин много делали пуанты? Или это вот такие одни? Эти, конечно, точно эксклюзивные Ну, для все Николая. но началось Николай Максимович. Все-таки Видимо, основоположник. после меня поползли. Вы знаете, Пошли. происходит невероятное. Мы получаем очень много заказов, и теперь мы единственные в мире, кто выпустит, это у нас размер 7,5, а мы выпустим 11 размер. Можете представить? Ну, во-первых, надо сказать, И что в для ширину. балетных у меня очень маленькая нога. То есть все-таки в этом плане Все-таки повезло. я высокий человек Да. очень, да, и ножка у меня, слава богу, у меня все очень по пропорциям правильно. Она не должна быть больше. Конечно, танцовщиков с таким размером моего роста нету. Это редкость, это огромная нагрузка. Чем больше пуанты, тем больше пятачок. Николай Максимович, Ну, это как здесь раз, видимо, 3 о чем мы квадратных говорили. сантиметра. Да, это маленький. Школьный курс физики, помните? Да-да. Масса равна весу, умноженному на скорость. Вот вес Николая Максимовича юного нужно умножить на скорость во время прыжка. И приземляется На 30 масса сантиметров. почти 160 килограмм на 3 квадратных сантиметра. Это страшный удар. Но, говорят, есть какая-то фотография, да? Есть Фотография? Есть у вас фотографии? Покажите. Николай Максимович, пожалуйста. Вот у вас такой нет точно. Нет, такая есть точно. Такая есть, но не подписана Галиной Сергеевной Улановой, Владимиром Викторовичем Васильевым и господином Цискоридзе. Вот его подпись. Да. Ей цены нет. Ценность, да. Но мне знаете, что больше всего ценно на этой фотографии? Посмотрите, как они на меня смотрят. Посмотрите на лицо Галины Сергеевны. Да. С каким-то обожанием, восторгом. И вот это Она самое-самое. светится изнутри в этот момент. Конечно, есть кем гордиться. Можем ли мы пройти и посмотреть на производство? Очень хочется все-таки уже понять, как Все, что вы производится хотите. такая обувь. Все Посмотрим? покажем, да. И, кстати, новинка. Мы для американских покупателей сделали новый бренд «Николай». Какое совпадение? 2 Николая. Так, 2 Николая. Я Хотелось бы высказываю верить, что желание. это в честь меня. Конечно, потому что в мире знают Я куда больше, чем буду меня. говорить, что немножко Конечно. и обо мне. Конечно. Какая красота. Это шоурум у вас? Добрый день. Здесь Добрый мы день. проводим наши съемки, встречи с нашими покупателями со Здравствуйте. всего мира, Здравствуйте. от Индонезии до Канады, от Аргентины до Филиппин. Приезжают, работаем. Ирина Собакина, заместитель директора обувного производства и главный технолог всего нашего обувного производства. Приятно с вами познакомиться. Сейчас Ирина вам расскажет, Во из всех, видимо, чего- деталях, да? Да, раскроет маленькую тайну. Из чего же состоит пуант? Тут практически все детали. Все выложить невозможно, потому что их очень много. Это заняло бы большую часть стола. Это основные части Это как пуанта. конструктор на самом деле. Да, мы собираем. Причем Только учтите, индивидуальный, что 18 видимо. разных наборов, 18 моделей. На сегодня мы выпускаем. Это 18 разных наборов. А зачем вообще нужны пуанты? Я буквально 2 слова. Дело в том, что стопа – это чудо инженерии. Это сложнейший механизм,
который состоит из, вот угадайте, сколько косточек в стопе? Подсказывайте. Сколько? Не буду, зачем? Я знаю. 28 косточек в стопе. И дикое количество связочек. Да. 160 связок, сухожилий и мышц, более 160. А чтобы она была подвижной, для этого работают 33 суставчика. Это в одной стопе я называю. Итак, крепость дают мышцы сухожилия, подвижность дают суставчики. Мы должны обеспечить и подвижность, и защитить стопу балерины от тех огромных нагрузок, о которых мы сейчас рассказывали, когда говорили о пуантах Николая Максимовича. А теперь слово Ирине. А я Спасибо. вас покидаю. Но мы же вас еще увидим. Обязательно. Да. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Ирина, ну рассказывайте. Очень много деталей, что есть что. И вот почему 18 разных моделей? Смотрите, это необыкновенная изящная туфелька. И что мы видим с вами? Мы видим сверху атлас, внутри тканевую подкладочку, элемент подошвочки. И нам кажется, все так просто, все так элементарно. Но мы совершенно не можем увидеть, что находится внутри. А сейчас я вам покажу. Первое и самое основное в пуантах – это когда делается вот такая форма носочной части. А из чего она сделана? Это носочная... Да, вот этот вопрос абсолютно задают все. Ирина, ну расскажите, да, вот эту часть вот из вот такого материала делается, что это? Вот эта часть именно коробочки, она делается из множества вот этих вот То деталей. есть это все вместе, Да, получается. и вот это тоже сюда включается. А у вас И- еще вот клей Да, стоит. и вот эти все детали... Декстрин кукурузный. Не знаю, что это, волшебный порошок, видимо, который Это позволяет натуральный, да, кукурузный балеринам декстрин. летать. Знаете, По-другому его... очень важная вещь. Это я уже вам говорю как педагог и как человек, который отвечает за здоровье учащихся, да, как руководитель школы, что нога должна дышать. Она должна в работе еще, помимо того, что она же должна много лет вам служить, потом еще после. бы, Да, да. неплохо. Потому здесь показаны вам в основном все натуральные продукты, в которые позволяют сохраняться и коже, и ногтю, и связкам, и костям в нормальном режиме. Позволяет Да. выводить влагу. И влагу выводить. И главное, что когда это намокает, почему клей? Клей же, он, ну, как бы сочетание с влагой, с естественной, да, потовыделение, он облегать начинает Да, ногу, приформовывается к стопе. и это форме, становится очень красиво. И Ну, как бы удобно. должно быть. Да. Поэтому вот эти вот все абсолютно детали, они промазываются вот этим клеем, соединяются последовательно. И мастер, который создает вот эту коробочку, он должен четко понимать, как накладывать детали, чтобы не было никаких болевых ощущений, и чтобы создавалась вот такая красивая и удобная форма коробочки. Ирина, скажите, все-таки вот в одном пуанте сколько деталей, если посчитать все? Больше 50. И балерина. Балерина. В одной туфельке больше 50. 2 туфельки плюс 1 балерина. Я думаю, что нам пора идти на производство. Пора, вроде бы. И вы стали ленточки делать. Я правильно понимаю, что у компании 16 разных моделей, Да, 5 полнот в каждой модели. Уже и добавляем шестую. Шестую Да. добавляете. И, опять же, 5 разных видов жесткости. Да, несомненно. Но есть, конечно, и уникальные модели, которые делаются индивидуально. То есть вот то, что мы с вами видели, когда слепок видели стопы Николая Цискоридзе. Для некоторых, наверное, тоже везунчиков, балерин, конечно, Ну в нет, первую конечно, очередь для делают. примабалерин всех, делают... да? Не для всех, кто обращается. Я хочу сказать такую вещь, уже как директор школы, да, ректор. Я многим советую прийти, допустим, в эту компанию и для себя что-то заказать только по одной причине. Я знаю точно, что все делается из натуральных материалов. Да, И да. это очень важно, потому что здоровье – одна из тех составляющих для артиста, которая обязательно. Ну, он для всех людей обязательно. Да, но просто очень нехорошо, когда ты вот вроде ради сиюминутного успеха портишь себе всю Да, ноги жизнь. на всю жизнь. Да. Я правильно понимаю, что здесь раскроечный цех?
Раскройный цех. да. Раскройный. Сначала всего. Так, рассказывайте, что происходит. Ходите. Сколько слоев? 100? Больше? Нет, Сколько возможно. Ну, я не знаю, сколько возможно. Сколько возможно? Вот 120, мастеру надо да, спросить. 120 слоев здесь. И сразу вот мы увидим, как она будет вырезать, и одна деталь сразу будет на 30 пар пуантов. Ух ты, а покажите, пожалуйста. Но складывают, наверное, идеально, да, чтобы ни одной замятинки не было, иначе, соответственно, Конечно, как минимум 15 будет когда неправильно. настилают вот этот настил, обязательно вообще, чтобы никакой складочки не было. Проглаживают, если они встречаются, чтобы должен он быть гладкий, идеальный. Как красиво ножик. Красота. Идет, да? такой? Да, и точно по линии. Уже, Вот в детстве дали бы мне поиграть в такое, Уже я бы с более удовольствием. уже более... Хочу. Так, давайте Так, только поставим. аккуратно. Понятно. Я вас очень прошу. Понятно. Вот здесь, Иду за это. здесь регулируете, как вам, вот когда начнете, вот да. эту руку близко сюда не Да, ставить. понятно. только сюда. Понятно. Поехали. Поехали. Стоп, Так. назад. Так. Ой, косой. Я все-таки косой. Все хорошо, выровняем. Все поправим. Угол Так. сразу. Так. Какая красота. Отлично, да. Вот это уже красиво. Так. Вот так. Опа. Направление сразу выбираем. Направление. Ага. Повернем. Вот так. Вот. Вот, да. Вот. Вот, по направлению. Боже мой, как ответственно. Все, и Да потом доходим до... видимо, на Спасибо. этих деталях поставить крестик. Но я не очень ровно. Я, конечно, не как вы, но кайф невозможный. Скажите мне, пожалуйста, здесь такую вещь. А вот что касается пятки, да, ее тоже здесь режут? Да. Вот мы видим сейчас детали большие, это союзочки. Ага. А детали пяточки она уже вырезала. Мы сейчас их посмотрим. Вот, Вот. они, пяточки. Вот они такие. Смотрите, как напоминает нам, как пироженки такие вот. Вот. Это уже пяточки. И самое интересное, вот этот вот атлас, он же специально разрабатывался для фирмы Гришко. Вот именно этот цвет, да? Именно этот цвет запатентован. Потому что на самом деле ведь туфелька должна быть как законченный образ балерины. Спасибо, побежали дальше. Да? Спасибо вам большое. Спасибо. Вы мне доставили колоссальное удовольствие. Здравствуйте. Что у нас тут Добрый происходит? день. Клей варят, да? Здесь у нас варят клей. И клей на самом деле он натуральный. Запах такой натуральный. да? Запах, да, очень приятный. И этому подтверждение, посмотрите, наша Ой. маечка, она просто не покидает это помещение. И на сегодняшний Вот день, какой. да, коты стали символом нашей фирмы. Привет. Ну вот, кстати, я знаю, что не бывает левой пуанты и правой, да? Да, То есть они уже... подстраиваются под ногу? Ну нет, ну просто они одинаковые, ты уже когда их одеваешь, ты сам выбираешь как, потом ноги же разные, и внутрь подкладываются разные вещи в зависимости от желания балерины.
и от возможности. Так, что вы будете сейчас делать с этим клеем? Ну, наши сотрудницы уже прекрасно понимают по его внешнему виду, что клей уже готов. Да. Его надо сливать. Да. Они определяют это по цвету, они определяют это по пузырькам, они, Да и по запаху можно да, они понять, определяют что это, сварится. да, они определяют его вот эту вот тягучесть и вязкость, да, вот они определяют. Да, Майка, вкусно пахнет. И здесь сладенько. И вот этот клей уже готов. Ну давайте И посмотрим, они как сейчас- Давайте, это очень делают. интересно, Будут- как вы сливаете да, клей, сливать. что происходит. Но вы не думайте, что вот этот вот клей, который сейчас она разольет в ведра, он сразу подается в цеха. Так как это натуральный должен остыть, клей, да? он должен не только остыть, он должен еще созреть. Вот он созревает несколько дней для того, чтобы он приобрел вот эту необходимую вот эту эластичность, которая вот и позволяет, да, приобретать пуанту, именно форму стопы Созреть. балерины во время созреть. Как Да. хорошее вино. И вот посмотрите, сколько ведер стоит здесь с этим клеем. Созревает уже. Который созревает, да, на каждом есть свое число. Вот. И прежде чем допустить этот клей к работе, у нас есть специалисты, которые проверяют его и на вязкость, и на разрыв. И только когда он удовлетворяет показателям, мы его допускаем в работу. Потому что клей все-таки несет очень Да. серьезную, да, Нагрузка. да, при создании коробочки. Интересно. Прям как вареная сгущенка. Вот прям с языка сняли, так хотела сказать. Как сгущенка, да. Специально через ситечко, чтобы все комочки, Чтобы ничего не попадало, да? да, чтобы все комочки поймать, да. Вот что снимать надо. Это будут какие-то супер пуанты. Кому-то повезет. Обязательно поставьте крестик на этом. Да. Клей готовил. Отнесен. Аккуратно. Такие женщины, когда у нас героическим трудом занимаются. Раскроенные детали поступают сюда, да? Швейный В швейный цех, да. цех. Я правильно понимаю, что 50% успеха, ну, если там не 60, не 70, не 80, зависит как раз от того, как вот сошьют заготовку. Конечно. И ведь это же не только соединить детали, ведь это же правильно посадить на колодку, правильно пяточную часть сшить. Ну, новичкам есть у кого поучиться, да? Я знаю, что Конечно. здесь люди работают десятками Вот лет. сейчас я вас познакомлю с нашим Здравствуйте. бригадиром Ольга Монахова, которая у нас Здравствуйте, является Здравствуйте. не только Николай. швеей высокого класса, она является у нас и наставником, и бригадиром. Что у вас происходит? Что вы делаете? Расскажите, пожалуйста. Как вот, с чего начинается, наверное? С чего мы начинаем? Мы начинаем, получаем задание, собираем крой. Мы начинаем. И шьем заготовку. Давайте я вам покажу. Мастер Давайте. работает Давайте я на вам всё очень покажу. квалифицированной и дорогой аппаратуре. И это тоже очень влияет Давайте на я успех. вам покажу. Давайте. И вообще работа вот с атласом, она требует очень аккуратности большой, потому что это такой Атлас вот... не самый простой материал, Да. особенно в натяжке, да? Да. Вот это две, значит, для двух ног. Видите? Как? Теперь Так как у положим нас, сверху. видите, атлас очень нежная Да. ткань. Вот дополнительное, что мы говорим, делаем. Видите, мы Да. делаем закрепку. А, вот как выглядит закреп. Да, Да. мы делаем закрепку. Чтобы атлас не тянулся, да? Нет. Чтобы было хорошее качество. Потому что основная масса Вот идет. то, что мы еще Упор. Упор идет. упор делаем вот на этот, чтобы сидела А теперь пяточка. посмотрите, да, Видите? вот это самое главное, Это самое что вот главное. контур пяточки должен вот настолько прилегать именно к форме колодочки. Вот именно посадить ее надо. Да. Сколько времени уходит на одну пару?
Я Ну, думаю, не знаю, что мы у считали, может мастера минут 20 самое больше, да? Ну, чуть или, поменьше у нас. Да, минут или 12. мастер, да. Минут да, 12, да, я да. думаю. Но тут еще зависит от сложности модели. Модели. Если добавляются дополнительные детали, а они добавляются в новых моделях, и, естественно, увеличивается процесс сборки. Я думаю, что мы с вами немножко подождем, когда мы получим пуанту. Сейчас уже все. Вот сейчас Точнее, мы мы же не померим ее. получим пуанту, да? Мы Нет, мы Мы получаем получаем заготовку. обивку. Да, обивку. да. Мы получаем, да. Заготовку. Вот, теперь мы меряем ее на колодку. Вот видите, она сидит. Все Да. идеально. А вот у нее целая папочка лежит. Да. Покажи Сейчас, нам. секундочку. Когда индивидуальные у нас идут балерины, такая как Вишнева, Терешкина и вас, Николай Максимович. Я лично Да? вам тоже шила. Да что вы. заготовку. Вот вы наконец нашли. Вот Лично у нее вам задание. шила. И Вот что она. там, Я даже где там хорошо помню, моя какой мерочка, размер. где? Да. Вот. Здесь Так, все отмечено. со скоридзем Да, и ой. какая высота пяточки, и насколько опустить Нарастить бока. колодку Да, в пяточной и нарастить, части. Да, все абсолютно написано. У нас И мы аж это храним. Да. Вот я все бока искала. ниже на 18 миллиметров с внутренней внутренней стороны. стороны. Не доходя до бокового шва. Швея глаза. Монахова, видите? Вот Да, Ольга да, Не Монахова. доходя до бокового шва 2,5 сантиметра, по шву бока ниже на 13 миллиметров. И вот эта вот задача швеи, Это конструктор, да, в принципе. да, создать вот эту вот заготовку верха. Закрытость ниже на 3 миллиметра, пятка выше на 7 миллиметров. Плоский след подошвы, четкий ровный пятак. Пятак широкий не делать. Вы видите? Покажите, пожалуйста, для всех дур, которые выходят на сцену в широких пятаках. Но если мужчина выходил, посмотрите как. Я очень Потому что хорошо мои помню, педагоги да. Уланова и Семенова за это убили бы просто своих учениц за широкий пятак. Это не профессионально и, главное, это вульгарно. Но И главное, настолько расхлябана стопа получается, что потом уже трудно привести ее в порядок, да, вот, некрасиво. и некрасиво. Некрасиво. Смотрите, это Видимо, все заготовка. готово. Готово? Да. Видите, Идеально. пяточка четко, закрытость четко. Да. Вот я, Спасибо. например, вот это вот запрещал делать. Да? Почему? Да, потому что для меня это было невозможно, да, потому что у меня были свои прибамбасы, но многим нужно, чтобы вот это вот было. Затягивалось? Да, я Затягивалось, затягивал все на пятки, они затягивают на носки. Это тоже в зависимости от удобства человека. Да. Спасибо вам большое. Было очень приятно И, вам было- познакомиться и с нам вами. было очень приятно. Спасибо вам за Спасибо. эту модель. До свидания. А мы идем смотреть, что случится дальше, да, вот с такой Заготовкой. заготовкой. Спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. 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 После швейного цеха заготовки, правильно я говорю, вывернутые наизнанку, попадают, наверное, вот сюда. Да. Это цех сборки. Да, сборки. Что здесь происходит? пуантов. Рассказывайте. Ну вот как мы сейчас видим, вот это все количество деталей, которые приходят именно на коробочку. И все вот эти количество деталей Нужно промазываются, смазать да, клеем. вот этим вот клеем. И настолько должно быть все промазано аккуратно и плотно, чтобы коробочка вообще потом соответствовала своим свойствам. Вот сейчас в данный момент мы уже видим, как мастер непосредственно уже созданную коробочку начинает прикреплять к деталям низа, к подошве. И здесь используется алтанный метод сборки. Он такой хитрый, что мы никогда в жизни не увидим эту ниточку, когда мы возьмем в руки готовую обувь. Она остается где-то внутри? Да, она Очень остается внутри. внутри. Очень жаль. Ну, то есть, по сути, вот этот этап, да, здесь основной, как раз формирование вот это вот пятак, да, называется? Формирование коробочки. Коробочки. Пятак это у нас вот это. А его как-то молоточками Вот обстукивают? мы сейчас посмотрим, мы сейчас видим, когда он уже вывернул
и надел на колодку уже пуант. Его главная задача, хорошо смотрите, как он отполировывает его поверхность, он создает симметрию, да. Знаете, что интересно, что с 19 века осталась только одна деталь – атлас. Все остальное изменилось. И Но хоть прибавилось атлас очень оставили. много деталей. Да, очень много деталей. Но видите, это уже вот это большой достаточно Да, пятачок. Вот там у мастера гораздо меньше пятачок. Они зависят у вас от модели? Да, конечно. Самая маленькая модель – это такой фуэте. Да, каждая модель, Сколько она? Сколько там диаметр? ну, диаметр 3 сантиметра. Вот у Да. меня была модель Высот- фуэте. Да, 3 высоту сантиметра. 2,5, Да. да, 3 сантиметра. Фантастика, правда? Я правильно понимаю, да, что... так, что у нас сейчас происходит? Она прошивает нитками. И самое интересное, вы обратите внимание, что у нее не просто нитки, у нее нитки все пропитанные специальным воском. Это делается они для не чего? рвались. Да, чтобы они были эластичными. Представляете, какую нагрузку выдерживают вот эти нитки, когда работает балерина на сцене? Значит, постоянно происходят изгибы и сжатия. Вот. Поэтому это вот очень интересный такой момент. Сейчас так много говорят о всяких автоматизированных установках, роботизированных. Наверное, вот на данном К производстве сожалению, да, ни один робот не все, заменит. что переходит в производство для, ну, вот где нет человека, это в этом теряется искусство, к сожалению. Искусство теряется и качество. И ведь балет чем прекрасен? Красотой, легкостью, изяществом. И, к сожалению, здесь сочетание огромного количества труда не только самого артиста, да, но и все, кто его окружает, и кто в этом задействован. В частности, те люди, которые делают обувь. От этого очень сильно зависит. Мы очень зависим. Ведь именно когда выполняется алтанный метод вручную, мастер ощущает каждую складочку. Он обязан прошить и наколоть ее. Машинным способом так не сделаешь. Вот. И мастер знает слабые места. Он может увеличить стежок там, где есть слабые места. Поэтому ручной способ на сегодняшний день на самом деле считается самым качественным. Спасибо вам. Делаете Спасибо. огромное, очень важное На баланс. дело. Пойдемте дальше. На баланс мы посмотрим. как он Да, стоит. конечно. Давайте. Так, давайте мы позовем Поставишь? тогда нашу Ты поставь камеру, нам на чтобы мы баланс, могли да? максимально близко показать зрителям вот создание. Ага, баланс. Это баланс. Идеально. Видите, ставится Да. как раз Сейчас прибьется стелька. маленьким гвоздиком. одним, да? Да. А гвоздик тут не мешает? Но некоторые балерины вынимают, некоторым не мешает. Это все очень индивидуально. Вот она, по сути. А некоторые просят 2 гвоздика поставить. Ого. Как из той самой сказки, да, «Принцесса на горошине». Почувствует она его или нет. Мы идем ближе к финалу уже, да? Готовы к отправке, правильно? Да, они уже ждут своего клиента. Я знаю, что вы поставляете более чем в 60 стран мира. Да. вот Штаты, Япония, Китай, Китай. Корея. Ого. То есть очень И много. знают вас, конечно, не только артисты балета, и даже вообще, наверное, Весь мир. Весь мир. Красота.
у вас здесь много красоты. Здесь у нас самый главный отдел. Это отдел контроля качества. Ни одна парочка пуантов, не пройдя контроль, не поступит к клиенту. А что значит контроль качества вот в данной ситуации? Чтобы они были одинаковые в паре? Не только. Создать симметрию коробочки, чтобы она была одинаковая в паре, это не самый главный момент. Главный, посмотрите вот на вот эту пуанту, в которой выдержан баланс. И Которая вот этот должна вот стоять, баланс, да? и вот этот вот баланс, он как раз и характеризует все основные операции технологические, что они выполнены правильно, что они выполнены с высоким качеством. Ну, то есть, если падает, значит, сделано Это неправильно. F3 икса. Да. Не то, что не падают, даже если ветер будет, они должны стоять. Да. Николай Максимович, у нас слово «качество», Ирина забыла сказать, это наш девиз. Наш девиз, у меня часто спрашивают, какой ваш девиз? Качество. Качество. Поэтому вы видите третий этап контроля качества. До этого все детали пуантов прошли два этапа контроля, А да. в конце, Николай Максимович, есть маленький секрет. Этого практически никто в мире не делает. В каждой паре пуантов есть Номер. номер, Шифр-код, да. паспортные данные. Ирин, поднеси под камеру, покажи поближе. Это не серийный номер. Это зашифрованная в сочетании цифр и букв информация о том, в какой день какого месяца произведены пуанты, какая модель, номер мастера. И номер контролера, Да. который проверял Вот пуанты. тем, кто делает подделку, придется просто энигму А теперь они возьмут создавать. вот эту, вот, да, и будет у всех одна модель. Пытаются делать нашу подделку в Китае под нашим брендом. Вместо Made in Russia, что мы гордо здесь Пишем, тесним на подошве, они пишут handmade. Да, и пытались скопировать наши номера. Но это было так смешно. Они просто налепили буковки и цифры. Надеюсь, вы выиграли Не понимая, судебный процесс. Стараемся выиграть. Этот процесс идет уже 2 года. Конечно, о такой компании, как Гришко, Всего знают... 76 стран. Всего 76 стран? Да. Всего-то Всего-то. 76 стран. Это, наверное, минимум, потому что я думаю, что знают во всем мире, по крайней мере, все артисты балета, многие, наверное, уже мечтают танцевать Мы не в успеваем ваших делать. пуантах. Все жалуются на ковид, какой ужас, Быстрее, производство быстрее. упало. А у нас есть проблема из-за ковида. Одна. Нам нужны еще рабочие. Мы не успеваем делать наши заказы. Это, наверное, конец производства, да? Финал? Но Да. финал на самом деле на сцене – это всего лишь препарасьон к финалу. Точно. Когда к финалу нужны все-таки ноги. Да. Спасибо вам большое, что были с нами. Я надеюсь, что вам понравилось. Вы видели вот до этого производство? Но я бывал. Ну, Я же бывал. все-таки артист балета в бывшем. Вот, конечно, я знаю, как это делается, я знаю, сколько труда в это вложено. И, ну, как бы, я умею ценить этот труд. Спасибо вам большое. Вам огромнейшей Мы удачи. всегда ждем Чтобы снова было вас. время делать еще больше такой замечательной, не знаю, можно назвать это обувь? Конечно, это Обувь балетная всё-таки. обувь. Еще знаете, что очень важно, что настоящий артист балета никогда не положит свою обувь на пол, только она будет лежать на столе, даже ту, которую он выходит на сцену, она будет очень аккуратно сложена, потому никак иначе, как обувь, это называть нельзя. Ну, такая вот прекрасная обувь. Спасибо, что были с нами. Это была программа, точнее, даже новый выпуск «Звездный откроем Моспром». Николай, спасибо вам. Николай, спасибо вам. Ирин, вы нам очень помогли. Оставайтесь с нами и смотрите нас в социальных сетях «Открой Моспром».